И всем здравствуйте, мы находимся на китайском сервере, и я столкнулся с тем, что сюжетный режим в событии коллаборации с героями магии меча, но он не то чтобы прям какой-то сложный, да, но есть там нюансы, о которых стоит поговорить. Первую главу я рассматривать не буду, давайте начнем сразу со второй. Я ее буду проходить и параллельно рассказывать вам суть этого режима и какие там есть нюансы. Итак, мы здесь, как в игре Герои магии и меча, да, мы бегаем здесь, собираем ресурсы. Некое подобие. Здесь у нас есть противники, которых мы вот так вот кликаем и, соответственно, атакуем в ближнем бою. Что влияет на то, как мы их побеждаем, либо не побеждаем? У них есть очки здоровья и у них есть атака. У нас, соответственно, есть атака тоже и очки здоровья. Также у нас есть мана, ну то есть магическая энергия, которую мы тратим, чтобы использовать заклинания. И магическая сила, которая влияет на урон, который будут наносить наши заклинания. Сейчас у меня заклинаний нет. Мы их собираем по карте, то есть на этапе. И для того, чтобы противника вот этого вынести, да, то есть уничтожить, мне нужно 20 атаки. Но у меня 18. Соответственно, я пока не тороплюсь его атаковать. Мы собираем эти ресурсы для того, чтобы прокачивать нашу атаку, либо магическую атаку. Позже вы это увидите. Есть отдельное строение, где мы тратим вот эти ресурсы и получаем некоторые характеристики. Обращу внимание, да, здесь вроде бы он преграждает путь, но нет, мы можем спокойно обойти, то есть здесь они не агрессивны в том плане, что нападаем мы на них, не они на нас. Это у нас скелеты, некротические пацифисты. И теперь я использовал лагерь, и у меня появилась атака, добавилась. Теперь я могу вот так вот с одного удара выносить этих противников. Это обычные противники, у них нету никаких дополнительных свойств, поэтому я здесь спокойно их вот так вот выкашиваю. Есть еще необычные противники, как, например, вот этот вот всадник. Что в нем мерзкого? Ну, во-первых, он черный такой, угрожающий, да, с конем красноглазым, явно не выспавшимся. В нем опасно то, что когда мы его атакуем в ближнем бою, он у нас снижает атаку. И атаку обычную, и магическую. Соответственно, причем по 3. По 3 единицы это очень много. Мы здесь не то чтобы прям много возможностей имеем, чтобы их нарастить. Поэтому его нежелательно бить в ближнем бою. Также есть еще там один тип противников, который я уже успел здесь увидеть. Это Василиски, ну такой ящер. Они тоже в ближнем бою, когда их атакуешь, снимают нам атаку. Поэтому будьте внимательны. Вот у нас свиток заклинания. Мы уничтожаем этого шкелета и забираем этот свиток. Также мы спокойно можем сделать и с этим скелетом. И я предлагаю, да, его уничтожать заклинанием. Но это вот сколько единиц энергии он требует заклинания, это количество, которое у нас имеется, этих заклинаний. И, соответственно, тот урон, который это заклинание нанесет. Урона недостаточно. Видим, да, что 23, а у меня там 15. Поэтому мы не торопимся его использовать. Мы проходим дальше карту. Здесь у нас у него 25, да, здоровья. У меня не хватает. Но при этом это обычный противник, у которого маленькая атака. То есть мы можем себе позволить 2 раза его ударить, это не проблема. Здесь мы получаем еще одно заклинание. У него тоже небольшой урон, но и, кстати, очень большие затраты по энергии, но у него есть очень большой нюанс. Это массовое заклинание. И, соответственно, это заклинание нужно беречь, как и все остальные, для самого такого опасного случая и подходящего. То есть, когда у нас скопление врагов, сражения с которыми, да, в ближнем бою нам не сулят никаких хороших последствий. У меня на карте больше ничего не доступно, и здесь есть вот такой вот вампиреныш. Поэтому у меня нету выхода, у меня атаки позволяют, атака, чтобы за 2 удара его сложить. И каждый предмет на карте, который мы собираем, в виде вот снаряжения, артефактов, как они называются, я не знаю, они увеличивают наши характеристики. Соответственно, нам нужно его забрать. Давайте мы его уничтожим. Видим, что он у нас ничего не снижает, единственное, что 2 удара было недостаточно, и понадобилось 3. Я думаю, ничего страшного, так как выбора у нас не было. Мы собираем этот предмет и видим, что наши характеристики в виде атаки вырастают. И 23 атаки нам уже достаточно, да, чтобы его вырубить. Но хотелось бы сделать это не в ближнем бою. И мы можем использовать молнию, чтобы не потерять нашу атаку. Я говорил вот про этих василисков, ультралисков, кто это, я не знаю. В общем, ящеры какие-то. Если я его ударю, то он мне заберет мою атаку. Чего я совсем не хочу. И у нас здесь на карте встречаются вот такие вот постройки, где мы можем обменять ресурсы на определенный параметр.
Зеленый это у нас очки здоровья, красный это у нас атака обычная, синий, соответственно, атака магическая. Поэтому тоже бывают этапы, да, где мы пока еще не знаем, какая нам больше нужна. Сразу советую не увеличивать атаку больше, вот с помощью этих построек, чем нам нужно. Имеется в виду, чтобы вот с этими противниками справляться. Видим, что я использовал лагерь, там вроде бы какое-то там существо якобы присоединилось к нам, да, и поэтому у нас атака выросла. Поэтому 25. Мне этого достаточно. Я не тороплюсь тратить здесь ресурсы на то, чтобы увеличивать одну из атак. Сразу скажу, что здесь, скорее всего, придется качать магическую, так как у нас здесь есть специфические противники. И видим, что у меня здесь еще одно снаряжение, и снова выросла атака. Единственное, что магическая не выросла, да, и, собственно, заклинания у меня нету. А здесь у нас есть вот такой вот мерзкий ящер. Я его пока не трогаю, но выбора у меня нету, потому что дальше меня не пропустят, пока у нас здесь... Ой, ключевые соперники на карте остались. А ключевой у нас, например, вот такой вот ящер. У меня нету вариантов использовать какое-то заклинание против него. Поэтому я просто его вырубаю с помощью ближних атак. И видим, что я выполнил задание этого участка локации. И, соответственно, скорее всего, я могу пройти дальше, не сталкиваясь вот с этими вот мерзкими созданиями. Дальше я смогу получить заклинания, которые я смогу использовать против них. И тогда я могу без потерь атаки их победить. Итак, видим, что противники есть 40 здоровья, 30 здоровья, а у меня 29 атаки. Здесь у нас тоже 30. И здесь 30. То есть, как минимум, единичку мне нужно добавить. Давайте мы этим займемся. Мы добавляем одну единичку. Не больше. И молния наносит ровно 30. Я использую на вот него. И башня нам подсказывает, что есть у нас здесь противник, которого нужно победить. Я не стану использовать на них свое массовое заклинание. Почему? Потому что это у нас обычный противник без всяких особенностей, а дальше у нас там будет более опасный противник, где это заклинание и тем более магическая наша энергия, да, которая здесь совсем далеко не бесконечная, они нам понадобятся. А здесь можно справиться и вот так вот. Причем, возможно, достаточно было и одного устранить. Здесь у нас такая же постройка, но при этом здесь уже появились вот эти вот ресурсы для траты. В той постройке не было вот этого золота, или как это вот называется. И видим, что здесь уже 35 надо атаки. Давайте мы ее прокачаем.
Эти башни, как вы заметили, наверное, они дают магическую силу. То есть урон наших заклинаний вырастет. А вот тот самый противник, про которого я говорил. Здесь у нас целых 4 ящера по 70%, по 70 здоровья единиц. И у нас пока что энергии, точнее силы заклинания маловато. Поэтому я предлагаю ее повысить с помощью вот этих вот зданий, только не вот в этом здании, а в том первом, которое у нас было. Я тут даже перестарался, 45 урона получается. Уничтожаю этого Василиска. Для чего? Чтобы повысить себе силу атаки. Ну, магической. И видим, что здесь уже 54. Ну и давайте попробуем сделать вот так. Второго заклинания у меня нету. И все-таки придется одного вот этого Василиска ударить, чтобы и нарастить силу, и получить вот эту вещь. Да, я потерял, как видим, атаку, но зато приобрел гораздо больше. Ой, давайте попробуем ударить его. Ударяем раз и ударяем, наверное, даже два. И завершаем этап. Далеко не идеально, далеко не идеально. Можно было сделать, конечно же, лучше. Но что смог с первого раза, то смог. На этом все. Надеюсь, у вас проблем таких не будет, да, с прохождениями, потому что действительно тут приходится позаморачиваться, то есть аккуратно все делать и потратить некоторое количество времени на это все. Ну, а гнаться за очками уж, ну, я не знаю, я не вижу смысла, потому что награды какие-то странные. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.